Ну что, друзья мои, давайте займемся с вами, пожалуй, начинкой для нашего муссового торта. В начинке все будет очень просто. Мы сегодня с вами сделаем простейшее малиновое желе. Оно будет такое очень нежное, но в то же время очень упругое. И вместе с муссом шоколадным и другими приколюхами будет все очень и очень даже гармонично. Что нам для этого потребуется? Ну, прежде всего нам потребуется с вами подготовить наше кольцо, в которое мы будем заливать начинку. Подготовить мы его с вами должны таким образом, чтобы эта начинка из него не вылилась. Итак, кольцо мы берем 16 сантиметров в диаметре. Нам потребуется пленка пищевая, кольцо и немного водички. Сейчас я вам все покажу. Значит, мы берем сначала водичку и смачиваем аккуратно самый-самый бортик вокруг и сам бортик. Смочили. Теперь мы берем пищевую пленку. Вот так. Обрежем лишнее. Вот. И теперь за счет того, что мы смочили краешек, у нас пленка прилипает к нашему кольцу. И мы можем ее аккуратненько, как на барабан, натянуть. Специально, чтобы наше желе потом не выливалось. Оп, готово. Следующим этапом нам необходимо замочить желатин. Замачиваем желатин мы всегда в холодной воде. Вот листовой желатин мы замачиваем всегда в большом количестве холодной воды. Количество воды не имеет никакого значения вообще. Наша задача просто погрузить желатин в воду. Если же вы используете желатин порошковый, то там обычно идет 1 к 6. То есть на 1 грамм желатина нужно 6 граммов воды. Но я вам рекомендую все-таки почитать на упаковке вашего желатина, какое количество воды нужно добавить к нему. Но стоит отметить один момент, что я здесь использую половину листа желатинового, да, это 2,5 грамма. Если вы будете использовать порошковый желатин, сухого желатина вам нужно тоже 2,5 грамма. А количество воды там это уже значения не имеет. Нам важно именно вот желирующий агент. Просто запоминаем, что у меня здесь 180 блум. Это в принципе самый обычный, самый распространенный желатин. Если вы будете брать порошковый, вот с 99,9% вероятности, что у вас будет точно такая же сила желатина. Итак, желатин у нас замачивается. Мы берем наше пюре малиновое и его помещаем в наш сотейничек. Пюре малиновое я сделал очень просто. Я его купил. Я купил готовое пюре. Если у вас где-то не продается пюре, вы можете спокойно купить замороженную малину. Я думаю, она-то у вас точно продается. Разморозить ее, пробить блендером, протереть через сито, взвесить то количество пюре, которое у вас получилось, и добавить в него 10% сахара. Именно такое пюре у меня здесь. То есть у меня здесь пюре, в котором 10% сахара. Вот. Значит, мы его ставим греться. Желатин у нас уже замочен. У нас есть еще сахар и пектин. Сахар и пектин нам необходимо смешать вместе. Почему мы должны смешать сахар и пектин вместе? Это очень важный момент. В принципе, чисто теоретически вы, конечно, можете этого не делать. Но если вы хотите быть на 100% уверены в вашем результате, что вам не придется там искать какие-то способы для того, чтобы растворить кусочки пектина, а вам придется их растворять, если вы не смешаете пектин с сахаром. Если вы делаете вот так, то у вас получается, что кристаллики сахара вокруг обволакиваются пектином. И когда мы помещаем сахар в теплое пюре, прогретое до 50 градусов, сахар сразу же тает, и пектин весь растворяется в пюре. А если мы не будем вот так вот делать, смешивать, то всыпав пектин в наше пюре, пектин сразу же наберет в себя воды, сформирует комочки, которые потом нам придется каким-то образом растворять. Скорее всего, придется взять блендер и этим блендером пробивать его через сито. Ну, в общем, зачем, кому это надо?
Проще всего смешать пектин с сахаром, и в итоге не придется ни с какими бубнами больше танцевать. Итак, желатин наш, я хочу заметить, уже замочился. Мы его просто отжимаем. Просто отжимаем. Все, вот он уже готов, мягонький. Пускай лежит, ждет своего часа. А мы тем временем занимаемся нашим пюре. Пюрешка прогрелась, и сюда можно добавлять сахар. Добавляем его по чуть-чуть, хорошенечко перемешивая, для того, чтобы никаких комочков у нас здесь не образовалось. Все, добавили. И теперь не перестаем помешивать, ну, для того, чтобы как бы наше пюре не пригорело. Сейчас пюре начинает нагреваться, доходит до температуры кипения. При температуре 100 градусов пектин начинает работать. Наша масса начинает загустевать. Там образуются внутри, в толще пюре, пектиновые связи, которые потом в процессе, когда это все дело остынет, сформируют нам желе. Вот вы видите, что у нас все закипело. Вот видно, да, что все кипит. Все прекрасненько. Мы даем этому всему покипеть с полминутки для того, чтобы реакция пектина прошла полностью, чтобы не осталось ни одной гранулы, не среагировавшего пектина. Все, буквально чуть-чуть проварили, выключаем, и можно добавлять сюда желатин. Добавили. Главное, хорошо все перемешали, убедились, что все, желатин растворился, чтобы он не плавал у нас кусками. И все, и теперь мы эту нашу массу заливаем в подготовленную форму. И отправляем это все дело в шоковую заморозку замерзать. Если у вас нет шоковой заморозки, отправляйте в обычную. Но предварительно обязательно дайте остыть. У меня тут шокер, который выдержит и спокойненько проглотит вот это вот закипевшее пюре, а в вашем морозильнике образуется шуба такая, которую придется потом киркой отколупывать.